Здравствуйте и добро пожаловать на наш канал. Александр Александрович Шевцов родился 15 апреля 1955 года. Он имеет степень доктора психологических наук и является профессором Балтийской педагогической академии, а также членом Союза писателей, говорится на его личном сайте. В 1970-х годах будущий глава музея-заповедника учился на историческом факультете Ивановского государственного университета, а в 1998-99 годах он получил второе высшее образование в Ярославском индустриально-педагогическом колледже по специальности практическая психология. В середине 80-х годов Шевцов проводил этнографические сборы в Савинском районе Ивановской области, а позднее провел около 500 семинаров. В 2012 году он учредил фирму «Русская школа», которая занималась проведением отладки. Отладка – это вид психологической работы, позволяющий изменить работу предприятия и производственные взаимоотношения так, чтобы предприятие приносило доход. В 1985 году во время этнографических сборов Шевцов увлекся рукопашным боем. В 2010 году он был признан национальным видом спорта на территории Ивановской области. С тех пор двое из учеников Шевцова получили спортивные разряды по рукопашному бою, в том числе КМС. В 2007 году Александр Шевцов издал книгу «Русский бой на Любки», а в 2011 году начальный курс рукопаши. Историк по образованию Александр Шевцов очень бережно и трепетно относится к русской культуре и русскому наследию, а в 2006 году основал музей-заповедник народного быта, ректором которого является по настоящее время, сказано на его сайте. Шевцов также владеет большой коллекцией предметов народного быта, благодаря которой заповедник стал одной из достопримечательностей Ивановской области. Однако в 2014 году разразился громкий скандал с музеем-заповедником народного быта. Якобы там обосновалась секта, где избивают людей. Музей существовал не один год, его долго пиарили и журналисты, и чиновники. Бывший губернатор Михаил Мень вместе с Тиной Канделаки осматривали музейный стенд на одной из выставок. Еще в 2011 году Департамент образования области выдал этой некоммерческой организации бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, а Департамент культуры выдал им благодарности. Одна из них датирована декабрем 2012 года. Внешняя сторона – образцово-показательный заповедник народного быта с его тряпичными куклами, славянскими писанками и прыжками через костер стала известна как тоталитарная секта с зомбированием, избиениями и поборами. Люди, разорвавшие все рабочие и личные отношения с ректором заповедника Александром Шевцовым, называют его объединение не иначе, как сектой. Секту он якобы строил с 1992 года. 5 лет назад Шевцов обосновался в деревне Рогатино Ивановского района, на месте заброшенного лагеря фабрики Самойлова. Как говорится на форуме, организованном потерпевшими от действий Шевцова, куплен и отстроен он на средства самых преданных друзей, которые сегодня остались не у дел. По грубым подсчетам это порядка $2 миллионов. По данным бывшего директора заповедника Олега Шатохина, в общей сложности здесь проходили и проходит обучение около 2500 человек. Все семинары платные. Цена доходит до 30 тысяч рублей. Но и это не все. Олег Шатохин, бывший директор заповедника, комментирует. Плюс существует некая секретная кружка, которая ни по каким документам не существует, но семинары начинаются с объявления благодарности о взносе в кружку. Заканчиваются объявлением, что кружка ждет своих жертвователей.
поскольку народная культура требует вложений. Есть благодать такая, которую раздает Шевцов, личное общение с духовным лидером, главным гуру, с самим Санычем. Это такая ценность, за которую люди готовы отвалить очень и очень немалые деньги. Это сегодня Олег Шатохин, ответчик в суде, а раньше самый верный друг Саныча, правая рука. Вместе с учителем он постигал азы самосовершенствования. Говорит, прошло 18 лет, а глубины разума так и не открылись, а методы насилия и подавления личности перестали казаться правильными. От Шевцова он ушел, а вот супруга Лариса, с которой его познакомили в заповеднике, сомневалась еще год, ведь она, когда-то оставив все, приехала из Екатеринбурга развивать в заповеднике любимое ремесленное дело. В 2013-м и ее терпению пришел конец. Правоохранительные органы области начали проверку деятельности организации «Заповедник народного быта». Изъяты были документы, компьютеры и кассеты. Причиной проверки стали кадры видео, которые завирусились по интернет-ресурсам. На них ректор заповедника Александр Шевцов избивает женщин и мужчин. При этом видно, что в зале находятся дети и наблюдает за сценами насилия. Александр Вакуров, врач-психотерапевт, комментирует: присутствие детей при сценах насилия – это достаточно серьезная травма для детской психики. И если там присутствуют родственники, то эта травма лишь усиливается. Это, конечно, преступление, как с моральной точки зрения, так и, насколько я в курсе, с юридической. По заявлениям свидетелей, на одном из таких видео Шевцов избивает беременную женщину, жену одного из владельцев крупного ярославского предприятия с многомиллионными оборотами. Рядом сидит их дочь. Пострадавшая безропотно сносила унижения, за которыми наблюдали не меньше десятка других участников семинара. По правую руку от нее сидел муж с завязанными глазами. Когда женщина склонилась к нему, пытаясь укрыться от пощечин, Шевцов схватил ее за волосы и продолжил избиение. Он также оскорблял потерпевшую, выкрикивая бранные слова. Поводом для расправы послужило то, что потерпевшую якобы поманил взглядом некий другой мужчина. Свидетели утверждали, что пострадавшая по имени Жанна находилась в тот момент на 6-м месяце беременности. На семинар они пришли всей семьей. Вместе с мужем Александром потерпевшая являлась единоличным владельцем довольно крупного ярославского предприятия с многомиллионным оборотом под названием «Сало и мед». Но потом его активы оказались почему-то записаны на ивановскую фирму, 2/3 которой владеет Шевцов и его жена, а потерпевшей принадлежит в ней только 34% акций. При этом супруги Шевцовы занимают посты гендиректора и финансового директора. На адепта секты и бывшего владельца фирмы «Сало и мед» Александра это событие произвело воистину отрезвляющий эффект, да такой, что, узнав о фокусе, отчебученном своей женой, которая переоформила фирму на Шевцова, он сумел вырваться из цепких лап секты и развелся со своей женой. Жанна же так и осталась прихожанкой секты Шевцова и отвела к нему свою 4-летнюю дочь. Получается, что своими действиями Шевцов не только не укрепил семью, но и развалил ее окончательно. Олег Шатохин также заявил, что, по его мнению, в заповеднике велась тщательная психологическая обработка, и людей завлекали в секту, чтобы поживиться их деньгами. Также есть утверждение, что Шевцов говорил малолетним девочкам, что они его дочери из прошлой жизни. Когда они становились совершеннолетними, Шевцов брал их в жены. Некоторые потом выходили замуж, но могли вновь вернуться к пастырю. В СМИ Шевцов уже ранее заявлял, что видео – это фальсификация, а удары не представляют никакой опасности для здоровья. На сайте музея-заповедника появилось заявление, в котором руководство музея просит ко всем репортерам, журналистам, а также к заявлениям людей, не имеющих в настоящее время отношения к заповеднику, относиться как к их личному мнению. Уже 4-й месяц у нас идут суды по защите чести и достоинства с людьми, оклеветавшими заповедник в личных целях.
Все репортажи полны фактических неточностей, несоответствий, а порой откровенной лжи, поскольку создавались со слов только одной стороны и в ее интересах. Ранее полиция уже начинала проверку по заявлениям граждан об избиениях в Шевцовском музее народного быта, однако в возбуждении уголовного дела им было отказано. Как установили следователи, под прикрытием музей-заповедник народного быта, расположенного в деревне Рогаткино Ивановского района, в 2004 году была создана организация «Троерусский народ» или «Троерусия», не зарегистрированная в установленном порядке, но являющаяся общественным объединением. Ее деятельность была сопряжена с насилием над гражданами, в том числе над женщинами и детьми, с причинением физического вреда их здоровью. На основе учений Шевцова и под его руководством в объединении на постоянной основе проводились семинары, в процессе которых лидер движения систематически применял к ученикам физическое насилие и оказывал на них психологическое давление. Пропагандируя свое учение, он также подстрекал семинаристов избивать, оскорблять и унижать других участников занятий. 22 августа 2014 года Следственным отделением УФСБ России по Ивановской области в отношении Шевцова было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 239 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Преступнику по этой статье грозило до 4 лет лишения свободы. Александр Шевцов был задержан 22 августа и полгода находился под домашним арестом. По словам свидетелей, Шевцов избивал людей всех возрастов, от грудных младенцев до стариков. Но как бы он ни калечил сектантов, они воспринимали все как должное. Этому способствовала определенная психологическая обработка. Шевцов убеждал жертв, что наносит побои для их же блага и по их согласию. Кроме того, он оправдывал свои действия вековыми традициями русской культуры. Ольга Чеботарева, бывшая ученица Александра Шевцова, комментирует: «То воздействие, которое он оказывает на людей, в частности на меня, что я испробовала, испытала, это ужасы, воздействие, давление и унижение. На это способен только ненормальный человек. Возможно, Шевцов не совсем психически здоров. Это лично мое предположение. Я, естественно, это не утверждаю». Надежда Комиссарова пела в русском народном хоре. Желание сохранить русскую культуру привлекло ее в заповедник народного быта. Женщина рассказала, что ей пришлось работать на 2 работах и жить где попало, чтобы иметь возможность оплачивать свои поездки на семинары. Надежда Комиссарова откровенно призналась, что однажды ей пришлось на себе испытать чары главного сектанта и побывать у него в постели. Последователи Александра Шевцова начали отстаивать его интересы после обвинений, опубликованных в СМИ. Президент Фонда возрождения народной культуры Ольга Радзивилл даже обратилась к секретарю Общественной палаты России Александру Бричалову, чтобы тот помог лидеру Троерусии освободиться из-под ареста. Расчет прост. Обыватель должен увидеть все именно так. Шевцов – тиран, заповедник народного быта – секта. Но это заведомая клевета. В реальности Шевцов, конечно, никого не избивал. Однако создатель и организатор заповедника народного быта был освобожден. Собственно, вина его так и не была доказана. Он вышел на свободу по президентской амнистии 2015 года в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне, и дальнейшее расследование прекратилось. Обвинялся этот самый руководитель заповедника народного быта в создании организации Троерусия, чья деятельность была сопряжена с насилием над гражданами. Сложности правосудия заключались в том, что участники сообщества отказывались давать показания. Вот что написал Шевцов о своем освобождении. «Сегодня было закрыто уголовное дело, заведенное на меня по статье 239, часть 1, «Создание и управление общественным объединением».
Почти 10 месяцев следствия по делу, которое должно было оказаться в суде через 2-3 месяца. Я принял амнистию, объявленную президентом. Кто тут говорит, что Путин не делает ничего хорошего? Мне было доходчиво объяснено, что коридор амнистии 6 месяцев, и следствию ничего не стоит затянуть дело еще чуть-чуть, хотя бы на полгодика. Да и не ФСБ эти материалы, видеоматериалы, где показываются удары, которые наносил Шевцов, были смонтированы и фальсифицированы обычными мошенниками и доносчиками, которые пообещали мне, что поставят на колени, как только я начал наводить финансовую чистоту в своих предприятиях. Я опубликую их доносы с их именами и подписями. Я опубликую все документы, которые характеризуют этих людей. Сам же я однозначно признаю, что в 1999 году объявил о создании маленького игрового народа – троерусов в рамках экспериментальной психологической лаборатории, которая должна была разрабатывать русский путь в предпринимательстве. Чистой воды ролевая игра. Лаборатория эта закрылась в 2001 году, и с ней я закрыл этот народ.